Ох, тяжела жизнь благородного рыцаря. То дракона поди убей, то древний орден восстанови, то лезь спасать принцессу из заточения в башне. А она за время плена возьми и отрасти какой-нибудь подвох. Это не то, о чем вы подумали. Это вообще-то отсылка на цианид и счастье. Рапунцель! Рапунцель! Спусти свои косоньки вниз! И в награду тебе, отважный герой, защитник слабых и покровитель невинных. Ну, как повезет. Иногда полцарства, иногда шиш с маслом. А вот сегодня очередная часть из почтенного игрового сериала, который уже во второй раз преображается до неузнаваемости. Что из этого вышло и придется ли такое творение по вкусу фанатам виртуальных рыцарских романов, мы сейчас и узнаем. Редакция канала RPG Geeks побывала на презентации King's Bounty 2, которая готовится к релизу в марте 21-го, и мы спешим поделиться своими впечатлениями. Спешивайтесь с коня, прячьте меч в ножны и не забудьте поднять забрало, а то будет неудобно смотреть видео. Не-не, честное слово, поднимите, ну право же, а то даже не увидите, куда тыкать мышкой, чтобы подписаться и поставить лайк. Наверняка большинство наших зрителей, знакомых с King's Bounty и жаждущих увидеть продолжение этой серии, с теплотой вспоминают не игру от Джона Ван Каннигема 90-го года, которая была достаточно хардкорной предтечей Героев Меча и Магии, а детище Katauri Interactive из 2008-го. Вышедшая тогда King's Bounty Легенда о рыцаре не имела ничего общего с оригиналом, а использование его названия было скорее маркетинговым трюком. В наш век брендов создание совершенно нового IP почти что нонсенс. И если творцы имеют возможность нацепить на фасад игры табличку с более-менее узнаваемым именем, то, скорее всего, они ее не упустят. Схожая история происходит и с King's Bounty 2, только уже по отношению к Легенде о рыцаре. Это ни в коем случае не повод критиковать игру, но давайте уточним сразу. С проектом Katauri Interactive новая игра-серия, разрабатываемая напрямую 1С, никаких тесных связей не имеет. А из тех же Katauri над ней работает от силы пара человек. Вообще, сидя на презентации, меня не покидало ощущение, что сие творение было бы уместнее назвать «Восхождение на трон 2». Вот только про оригинальную Ascension to the Throne из благословенного 2007-го сейчас помнят полтора калеки. Но если вы все еще живы, не забудьте написать в комментарии, что Агантар покоряли, в Анароте зимовали и Самаэля в Айрате шатали. Посмотрим, сколько нас. Как и в «Восхождении на трон», вам дают прямое управление героем с размещением камеры за его спиной. Но как только начинается какой-то экшен, игра преображается, перенося нас на поле для тактического сражения. Увиденные нами арены для боев были не слишком масштабными, зато они усеяны приятными деталями. Ландшафты и декорации на некоторых аренах превращают их в небольшие лабиринты, где придется заморочиться над позиционированием войск. Во время побоища на каких-то руинах посреди поля торчали высоченные башни, и они, что вполне логично, мешали действовать стрелкам. В результате лучники не могут провести все сражение, стоя на одном месте и беспрепятственно поливая врагов стрелами. Приходится продвигать их вперед, с риском столкнуть их хрупкие тушки с мечами неприятеля. Со времен пятых героев, про них у нас, кстати, есть отдельное видео на канале, гляньте, не пожалеете. В играх с подобной боевкой мы привыкли видеть линейку инициативы, но здесь вместо нее висящие над войсками знамена, цифра на которых означает порядок хода. Смотрится это не слишком-то функционально, запишем в мелкие придирки. Всего разработчики обещают около 55 доступных видов юнитов для сражений. Кстати, юниты в King's Bounty 2 прокачиваются и даже апгрейдятся. Жаль ли, что не в стиле каких-нибудь Disciples, задать вектор прокачки для своих подчиненных нельзя. С такой системой развития кажется, что игра даст возможность пройти себя со стартовой армией, которую ты как следует разовьешь в ратных подвигах. Но разработчики настаивают, что по мере продвижения героя по локациям, бои будут вынуждать его менять состав войска на ходу, подбирая наиболее оптимальные связки бойцов под конкретную ситуацию. На это же работает ваш армейский резерв. То есть вы можете взять с собой больше солдат, чем участвуют в битве. А между сражениями, не отвлекаясь на возвращение за новобранцами, заменить раненых воинов на здоровых богатырей из запаса. Герой на поле боя всегда стоит в сторонке и готов поддержать войска лишь спеллами из книги заклинаний. Но это не значит, что к его прокачке можно относиться спустя рукава. Предложенная ребятами из 1С система напомнила о еще одной несколько подзабытой игрушке – King Arthur The Role Playing Wargame.
Есть 4 полюса развития, каждый из которых привязан к мировоззрению персонажа. Речь тут не о дилемме добра и зла, а о выборе между силой и мудростью, склонностью к порядку или к анархии. Очки прокачки героя выдают вам не за битвы, где развиваются только войска, а за решения, принимаемые в квестах. Пошли силовым путем – очков Power. Поддержали по ходу дела местных гвардейцев, ловите балл для развития ветки Ода. Манчкинам с таким подходом остается лишь нервно грызть клавиатуру. Выкачать все и сразу, судя по всему, не получится. Да и отыгрыш в таком случае получился бы слишком уж сумбурным. Не метаться же постоянно между порядком и анархией. К тому же разработчики намекают, что в какой-то момент вы доберетесь до точки невозврата, когда главный герой окончательно определится со своими мировоззренческими наклонностями и уже не будет поступать против выработанных принципов, что закроет вам те или иные альтернативные варианты действий и в теории повысит реиграбельность. Вот только непонятно, когда и как делается этот выбор. Идет ли речь о конкретном сюжетном эпизоде, или же, скажем, вы теряете доступ к выборам анархиста после того, как вкладываете 20 условных очков в прокачку в ветке порядка. На прокачку также будет влиять и то, какого из 3 героев вы выберете. Например, показанный на презентации Айвор явно тяготеет к решению проблем через физическое насилие. Он может раскачиваться в магических науках из ветки Файнес, но полностью перепрофилироваться в колдуна ему не светит. Максимум можно взрастить боевого мага. Кажется, перед нами вырисовывается образ типичной игры для геймеров старой школы. Для всех тех, кто готов неспешно разбираться в тонкостях прокачки героев и обычных солдат, тщательно выверять состав войск на каждое сражение, а в самих битвах просчитывать действия на несколько шагов вперед. Такие игры сейчас либо не делают, либо делают в преступно малых количествах. Но у создателей King's Bounty 2 есть своя доля амбиций, и они надеются заманить в проект более широкую аудиторию. И, пожалуй, именно с этим фактором в данный момент связаны наши самые большие опасения. В последнее время в среде разработчиков видеоигр свирепствует одна коварная зараза. Эта зараза появилась на свет аж 5 лет назад вместе с релизом 3-го Ведьмака. И с тех пор очень многие одержимы одной и той же идеей. Нужно сделать так же, как поляки. В геймплее, в стилистике, в сюжете, хоть в чем-нибудь да нужно скопировать. На презентации тему вдохновения дикой охоты также аккуратно затрагивают, в то время как Всеволод Кузнецов в мрачных средневековых декорациях озвучивает Айвора. И тебе кажется, что вот сейчас он нет-нет, да и сорвется и позовет плотву. 1С могли действовать по-разному. Например, развивать тематику «Легенды о рыцаре», базирующуюся на пестром балагане, который стебет все фэнтезийные штампы, клише и каноны. Но они пошли довольно смелым путем. Решили вдохновиться нынешними трендами, чтобы этим самым трендам бросить вызов. Хочется надеяться, что итоговый продукт не будет насквозь вторичен. В худшем случае King's Bounty 2 превратится в то, что активно высмеивала ее предшественница. Однако надежда определенно есть. Сюжет создает известный писательский дуэт Александр Зорич, у которого за плечами годы писательского труда и опыт работы с представителями игровой индустрии. Воспринимаем это как хороший знак. В конце концов, каждый получит заслуженную награду. Если ребята из 1С постараются, их наградят признанием публики и кассой. Геймеры получат в награду еще одну прекрасную компьютерную игру, а мы получим очередную тему для бурного обсуждения на нашем YouTube-канале. Если вам понравилось это видео-превью по King's Bounty 2, не поскупитесь наградить нас своим рыцарским лайком. Пробейте в колокол, чтобы повысить боевой дух и удачу, а если еще и поставите царский комментарий, будет совсем хорошо. Мы готовим для вас еще немало интересных видео, которые выйдут в ближайшее время. Так что не спешите надолго отлучаться в какой-нибудь крестовый поход к логову дракона. Скоро вновь встретимся на канале RPG Geeks.